Я в этом не разбираюсь, не знаю. А я не знаю. Чушь какая-то. Ну, слышал, а смысла не могу понять. А Бог его знает. Я ж не знаю. Без понятия. Нужно вести переговоры и не стрелять. Это самое главное для нас, жителей вот этой территории. Потому что уже натерпелись. Мы уже натерпелись, и нам все это надоело. Ну, это ж не от нас зависит. Это ж даже не от них, даже не от пацанов. Это не от тех, не от тех. Это зависит от верхушек. Ну, как-то должны договориться. Это же не от нас простых зависит, я думаю. Это зависит все-таки от кто повыше нас. Далеко не все украинцы понимают значение слова «реинтеграция». Таковы данные исследования Кальмиевской группы. Большинство опрошенных подразумевают под этим термином мирный процесс переговоров, но полного понимания нет. Так что же такое реинтеграция? Мы постараемся объяснить. Слово «реинтеграция» в Украине используется политиками всех лагерей, но в разном значении. Поэтому неудивительно, что люди, которые постоянно слышат о ней из телевизора, ничего толком не понимают. Реинтеграция – это мирный процесс возвращения неподконтрольных территорий в единое украинское пространство. Единственным международно признанным инструментом, который позволяет это сделать мирным путем, являются Минские соглашения. Хотя ключевой пункт этих соглашений – прекращение огня еще не выполнен, но, несмотря на это, есть некоторые успехи, которые позволяют говорить об относительной эффективности Минских соглашений. Во-первых, значительно сократилось количество жертв среди военных и гражданского населения, сократилась интенсивность боевых действий. Удалось достичь некоторого прогресса по отдельным направлениям. К примеру, не так давно, благодаря Минским переговорам, удалось восстановить связь мобильного оператора, украинского мобильного оператора, на неподконтрольной территории. И, наконец, Минские соглашения – это международно признанный договор, который позволяет Украине получать международную помощь, финансовую и военную. Он показывает, что Украина ответственный член международного сообщества и готова исполнять взятые на себя обязательства, в отличие от своих оппонентов. Украина уже сделала несколько важных шагов для реализации Минских соглашений. Еще в 2014 году были приняты два закона об амнистии и о временном особом порядке местного самоуправления на неподконтрольной сейчас территории Донбасса. Для реализации политики реинтеграции несколько лет назад было создано специальное министерство, которое занимается делами неподконтрольных территорий и перемещенных лиц. Реинтеграция, по сути, это главное направление работы этого министерства. На данный момент Украина не имеет достаточно сил для возвращения неподконтрольных районов Донбасса военным путем, но это не значит, что все потеряно. Главное – сохранить связи, человеческие связи и сохранить людей в едином украинском пространстве. Необходимо создать условия для того, чтобы люди, которые проживают на неподконтрольной территории, ощущали себя частью Украины. Облегчить им доступ к социальным выплатам. Конечно, можно обсуждать порядок, каким образом этот доступ будет осуществляться, чтобы избежать всякого рода мошенничества, но сам принцип того, что люди должны получать свои законные выплаты, не должен ставиться под сомнение. Речь идет о свободе передвижения, речь идет о возможности получить украинское образование и документы. Если люди будут ощущать себя там частью Украины, то когда придет благоприятное время для возвращения этих территорий, процесс этот будет проходить гораздо легче и безболезненней. Реинтеграция – это не разделение, это объединение.